Еще, наверное, лет 10 назад мы показывали то, что американские инструкторы, они не перекладывают оружие в левую, в правую руку, и, выходя из-за укрытия, они делают очень странные вещи. Если им нужно выйти с левой стороны, они упирают оружие в правое плечо и полностью свое тело выносят в сектор обстрела. Давай. То есть вот эта вся часть, вот отсюда, она в зоне поражения. То есть здесь вот летят пульки по-хорошему. И надо максимально скрыть свой силуэт и оставить только автомат. Мы об этом уже говорили давным-давно. То есть здесь по-хорошему нужно спрятать полностью свое тело, и чтобы выходило чуть-чуть, то есть край головы и край автомата. Но я не знаю, почему они все вот таким вот образом делают. Да иногда еще бывает, подходят когда к двери и стоят два человека. Один стоит, сейчас я вспомню, как они это делают. То есть все полностью тело засовывают в сектор обстрела. И по-хорошему должно быть по-другому. Поменяйте руки, убирайте свое тело из сектора обстрела максимально, то есть вот. И мы их не должны видеть, мы должны видеть только вот часть автомата и головы. Потому что стрелок будет туда стрелять очередью. Вот это вот тоже косяк. Инструктор даже не обращает внимания на вот эти вещи, когда они подходят. У него автомат здесь, он вывалил тело в сектор обстрела, и все нормально, это считается. Следующая ошибка – это то, что они выносят оружие за срез укрытия. Кость, покажи, как это делается. То есть вот здесь, допустим, стоит противник, вот он заходит вот так вот. Помимо того, что он показывает мне направление своей стрельбы, Front down. С любого расстояния я вижу, что ничего себе оружие. Я могу спокойно заблокировать его, отработать, да, в него. Вот эта разница там в несколько сантиметров, она для чего? Ну, то есть она незначительная. Зачем туда засовывать ствол, когда все то же самое можно сделать вот на расстоянии? Даже можно вот на таком расстоянии сделать, но абсолютно то же самое все будет. Даже это будет безопаснее намного. Для чего показывать направление своей стрельбы, засовывать туда руку в сектор обстрела, отдавать просто свое оружие противнику? Ну, это тоже я не понимаю. Недавно обсуждали еще такой вопрос, когда некоторые заграничные инструкторы работают за укрытием и качают маятник вперед-назад спиной вот так вот. То есть у них ноги не в секторе обстрела, ну как мы видим, можно вот кто-нибудь туда встанет и вот так вот посветит. Даже наши инструкторы спорят, как правильно стрелять. Либо вот таким вот образом стоять, да, и качать маятник, сгибаясь вот здесь, либо нагибаясь вперед-назад. То есть моя позиция всегда была и остается, что нужно стопорить себя и качать маятник вот таким вот образом. А мне все пытаются доказать, что вот так вот намного проще и лучше. Но есть нюанс один, очень простой, я сейчас покажу вам. То есть мы стоим и качаем маятник. Вдруг у Кости там что-то прилетело поближе, он взял и выпихнул меня просто в сектор. Ну и, соответственно, здесь в меня прилетело. Поэтому, когда мы стоим, стопорим ногой очень жестко, да, ну, прям вперед, да, ее ставь туда дальше. Вот. Мы, во-первых, чувствуем друг друга. Вот здесь прям видно, что я чувствую его, что он здесь рядом. Во-вторых, как бы я его ни пихал, у него всегда есть жесткая опора. То есть это вот один из таких нюансов. Третий, четвертый угол, так называемые внутренние углы. Surprise, motherfucker. И вот смотрите, мне без разницы, будут они заходить с щитом или без щита. То есть вот
Вбегают они, я стою в мертвой зоне, в так называемом 3-м и 4-м углу, который, в принципе, они не могут просветить, как бы ни пытались. Здесь даже стены узкие, то есть сама стена очень, очень узкая, да, ну, примерно она там 200. Как правило, стены шире. И даже в этом случае, как ни крути, им надо заглянуть. А заглянуть он может, я могу стоять и в этом углу, и в том углу точно так же. То есть, если я встану в этот угол, Илья, сейчас ты на меня свети. Так же точно, но никак он меня не видит, не просматривается. У него вся комната просматривается. Прям проведи по всей комнате. Кроме вот этих вот 2 мертвых зон, про которые многие вообще инструкторы не говорят. Они говорят просто, просмотрели, забегаем. А то, что в этом углу, ну, многие, кто-то еще пытается заглянуть. А что, если я стою здесь? То есть он заглянул сюда, я ему выстрелил сюда. Либо он заглядывает сюда, я стреляю оттуда. Но сейчас в комментариях напишут, но перед тем, как заходить, кидая 2 гранаты, и все, и заходят. Но когда вы, допустим, вот таких вот комнат зачищаете штук 40 или 50, то у вас гранат просто не хватит. О них нужно знать, и не нужно просто тупо забегать и надеяться на то, что вы огневой мощью либо щитом прикроетесь. Вот эти вот углы, они очень хорошо простреливают любое количество человек, который забегает в комнату. То есть об этом тоже нужно знать. Нужно проверять обязательно. Как проверять, я как-нибудь покажу в следующем ролике.